Приветствую вас, друзья! Пришли долгожданные BMS для литий-титанатных аккумуляторов. Сейчас я распакую их. Рассмотрим визуально эти платы защиты литиевых элементов. В комментариях было также много просьб, чтобы я снял видео с тестами по стартерным BMS-кам для литий NMC элементов. Я также их заказал, они абсолютно так же выглядят. Тесты я обязательно сниму, и они будут на канале. Выполнено BMS довольно-таки неплохо. Транзисторы, конечно, немножко кривовато сидят, но в целом сделано качественно. Собрано на какой-то специализированной микросхеме, судя по всему. Кому интересно, можете найти по ней информацию. Также и по транзисторам можно найти информацию и посмотреть, насколько они ампер. К BMS прилагается такая вот инструкция. По характеристикам здесь ничего не сказано, просто как подключить. Схематическое обозначение. Единственное, что указано у продавца, это длительный ток 75 ампер, максимальный ток 90 ампер и в импульсе максимальный ток 800 ампер. Очень интересно это все испытать и попробовать. Как вы могли заметить, здесь есть надпись Starting Car Battery. То есть это подразумевает то, что эти BMS можно использовать для запуска двигателей внутреннего сгорания. Единственное, что экспериментально остается выяснить, это какой объем сможет заводить такая BMS. По порогам тоже ничего не указано, поэтому нижний и верхний порог срабатывания я буду выяснять экспериментальным путем. Для тестирования BMS я буду использовать литий-титанатные элементы фирмы Toshiba на 20 ампер-час. Видео с их тестами на емкость есть на канале. В этом видео я буду тестировать BMS именно на пороге, какой у нее нижний порог срабатывания и какой у нее верхний порог срабатывания. Тесты на токи, которые она сможет выдержать, я уже буду проводить в видео, в котором я буду собирать стартерный аккумулятор на основе литий-титанатных элементов Toshiba. Если подобные видео вам интересны, ставьте лайки, а также делитесь этим видео в соцсетях. Это лучшая благодарность для меня. Сейчас я скреплю элементы скотчем, чтобы было удобнее с ними работать. Я заранее их разместил в шахматном порядке. Плюс-минус, плюс-минус, чтобы соединять их последовательно. Данные тесты провожу все по той же причине: отказаться полностью от свинцовых аккумуляторов. Работающий образец гибридного аккумулятора на основе суперконденсаторов Maxwell и литий-титанатных элементов Toshiba у меня есть на канале, но все же я хочу еще более усовершенствовать аккумулятор, отказаться полностью от суперконденсаторов и сделать стартерный аккумулятор именно только на титанатных элементах. Ссылку на эту BMS я оставлю в описании. Приступим к сборке стенда. Для начала нужно соединить элементы последовательно. Припаяем теперь балансировочные провода. Проверим на всякий случай полярность. B- на плате соответствует черному проводу. Все правильно. И сразу же припаяем минус. Следующий по счету подпаяем на вот эту перемычку. И сюда сразу припаяем плюсовой вывод. Перед тем, как подключать разъем в BMS, нужно прозвонить. Все правильно, полярность элементов верная, на выходе 14 вольт. Припаяю минус батареи к BMS. А также минусовой выходной провод, который пойдет на нагрузку. Момент истины. Подключаем балансировочный разъем и замеряем, что у нас на выходе BMS. Здесь у нас 14.04, а здесь тоже 14.04. Транзисторы открыты. Отлично. Подключил сборку к зарядке. Сейчас разряжу элементы и будем замерять нижние пороги BMS. Аккумулятор почти разряжен. Выясним, на каком из элементов самое наименьшее напряжение, и по нему будем отслеживать порог. 2.12, 2.11, 2.08, 1.95, 2.09, 1.94. Вот этот элемент имеет наименьшее напряжение. По нему и будем следить за порогом отключения.
Защита сработала при напряжении 1,81 вольт, если судить по мультиметру. Но, скорее всего, BMS настроена на 1,8 вольта. Прям как доктор прописал. Отличный нижний порог. Перед тем, как мы проверим верхний порог отключения BMS, я хотел бы еще отметить, что я специально заказал BMS для титанатных элементов на 6S. Некоторые люди делают 5S, но я считаю, что это неправильно, так как максимальное напряжение на титанатном элементе 2,7 вольта. При 5S мы имеем максимальное напряжение на батарее 13,5 вольт, а бортовое напряжение в сети нормального автомобиля около 14,4 вольт, иногда даже 14,7 вольт. Это значит, что BMS уйдет в защиту при перезаряде какого-либо из элементов, и аккумулятор будет отключен от бортовой сети, то есть в бортовой сети автомобиля не будет стабилизатора напряжения, в роли которого выступает аккумулятор, и в случае бросков напряжения их нечему будет погасить. Поэтому я считаю, что схема подключения 6S для авто наиболее подходящая. Но в этом случае будет использоваться только половина от емкости титанатных элементов, так как при 6S в бортовой сети они будут заряжаться только лишь до 2,4 вольта на элемент. А это как раз для них средняя точка. Но я считаю, что если выбирать из двух зол, то нужно выбирать наименьшее. Пусть лучше аккумулятор будет иметь вдвое меньшую емкость, чем он отключится и что-то в бортовой сети автомобиля погорит. Проверим верхний порог срабатывания BMS. Я специально зарядил вот этот элемент больше всех. 2.18, 2.18, 2.16, 2.13, 2.17 и 2.63. Этот элемент заряжен больше всего, по нему мы и будем смотреть верхний порог отключения BMS. Поставлю ток заряда 2 ампера. Произошло отключение при 2,79 вольта. Это тоже довольно-таки неплохой порог, но в автомобиле элементы даже не будут заряжаться до такого напряжения, так как я уже сказал, что элементы будут заряжаться только до средней точки 2,4 вольт на элемент. Так же, как бы это было для кислотного аккумулятора, тоже 6 элементов в кислотнике, 2,4, 2,45 вольта они будут заряжаться при напряжении в бортовой сети 14,4, 14,7 вольта. С порогами все отлично, теперь нужно собирать стартерный аккумулятор на основе этой BMS и этих титанатных элементов и проверять уже ее пусковыми токами. Ссылку на BMS и на титанатные элементы я оставлю в описании. Думаю, многим пригодится, кто хочет собирать стартерный аккумулятор для своего автомобиля на основе литий-титаната. Также должны скоро прийти такие же BMS 4S, но для литий-NMC элементов. На их основе я тоже хочу попробовать собрать стартерный аккумулятор именно для теплого времени года, но можно будет попробовать его и зимой. Пишите в комментариях, актуален ли стартерный аккумулятор на основе литий-NMC элементов. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайк, кому понравилось. Так я вижу, что видео вам нравится. Делитесь этим видео в соцсетях, это лучшая благодарность для меня. Увидимся в следующих видео и всем пока!